Здравствуйте, товарищи студенты! С вами Иван Потылицын. Сегодня мы создадим пару веток, вмержим изменения в мастер и решим конфликт. Поехали! Проверим историю нашего репозитория. Сегодня нам будет удобно воспользоваться опцией OneLine. Обратите внимание на то, что хэш коммита при таком выводе сокращается до 7 символов. Git умеет различать коммиты даже по коротким хэшам, главное, чтобы они были уникальны. Как только в репозитории попадутся два коммита с совпадающими первыми 7 символами хэша, Git начнет использовать 8 символов. У нас уже есть приветствие на русском и на английском. Создадим новую ветку командой git branch и зададим ей имя Италия. Проверим, что получилось. Ветки мастер и Италия указывают на один и тот же коммит. Head указывает на него же. Но следующий коммит из этого состояния будет сделан в ветку мастер. Давайте это изменим и сделаем следующий коммит в ветку Италия. Выполним команду git checkout Италия и проверим лог. Теперь мы будем коммитить в Италию. Создадим файл и поздороваемся по-итальянски. Сделаем коммит. Проверим лог. Ветка мастер осталась на месте, а ветка Италия двинулась вперед. Давайте попробуем переключиться в ветку мастер. Новый файл исчез, как и ожидалось, а лог ведется только до последнего коммита текущей ветки. Но мы-то знаем, что у нас есть ветка Италия. Давайте отобразим и ее лог тоже. Для этого воспользуемся опцией All. Создадим из второго коммита ветку Spain и сделаем в нее коммит с испанским приветствием. У нас появилось две ветки – Spain и Италия, каждая из которых впереди ветки мастер на один коммит. Но ветка Spain отображается выше Италия, как будто она является ее продолжением. Чтобы не вводить себя в заблуждение, воспользуемся еще одной опцией – Graph. Теперь явно видно, что Spain и Италия – это два независимых ответвления от мастер. Попереключаемся между ветками и понаблюдаем за файлами в репозитории. Получается, что мы имеем три независимых состояния репозитория, каждый из которых может развиваться самостоятельно. Это удобно, когда вы добавляете в свой большой проект новые функции. Например, у вас есть рабочая программа с консольным интерфейсом, и вы захотели добавить цветной вывод, как это сделано в Git. Во-первых, эти изменения могут сломать рабочий код, а во-вторых, вы хотите, чтобы новая фича появилась без багов. Вы можете создать ветку feature/color_output и пару-тройку дней отлаживать в ней новую функциональность, в то время как ваши друзья или заказчики будут пользоваться стабильной версией программы из ветки мастер. Когда ваша фича пройдет все тесты, настанет время за один раз добавить все изменения в стабильную ветку. Для этого нужно будет сделать merge. Давайте сделаем его в нашем тренировочном репозитории. Merge – это слияние веток с добавлением изменений в ту ветку, в которой сейчас находится head. Переключимся в мастер и вмержим ветку Италия. Теперь head, мастер и Италия указывают на один и тот же коммит. Добавленные в мастер изменения из Италия перевели репозиторий в состояние, соответствующее последнему коммиту Италия. Поэтому Git не стал добавлять новый коммит, а просто переместил указатель мастер на третий коммит. Теперь вмержим в мастер Испанию. Обратите внимание, в этот раз Git автоматически создал новый коммит и подписал его. В ветке Spain не было файла chowmundo.txt, поэтому Git пришлось создать новое состояние репозитория, объединяющее в себе изменения из обеих веток и содержащее все 4 файла. После того, как изменения из веток попадают в стабильную версию, сами ветки желательно удалять. Они имеют смысл только пока в них есть невмердженные изменения. Удалим обе ветки, добавив флаг -d к команде git branch. Ветки ушли, а коммиты остались, как и состояние репозитория, на которое указывает head. Бывают ситуации, когда Git не может автоматически объединить изменения из разных веток. Такое случается, когда в разных ветках меняется одна и та же строчка одного и того же файла. Такое состояние репозитория называется конфликт. Конфликтов, как и в жизни, не нужно бояться, их нужно решать. Создадим ветку Вася и изменим файл. Вернемся в ветку мастер.
Васи здесь еще не было, зато сейчас побывает Петя. Когда мы начнем мерджить ветки, у Васи и Пети возникнет конфликт. Давайте посмотрим, как это выглядит. Фактически, это всего лишь изменение в файле, строчку которого не поделили Петя и Вася. Откроем этот файл. Git автоматически добавляет понятный текст, чтобы подсказать, откуда пришло изменение. А программист, который делает мердж, в ручном режиме решает, какую из строчек оставить. Если абстрагироваться от конфликта и осознать, что это всего лишь текст, то станет понятно, что можно не только выбирать одну из строчек. Можно оставить обе строки, обе удалить или вообще написать новый текст. Давайте сохраним изменения из разных веток и сделаем коммит. Обратите внимание, что вместо указания конкретного файла я прошу Git добавить коммит все изменения. Довольно удобная опция. Хорошая новость в том, что конфликты возникают не так уж часто. Если изменения одного файла произошли в разных его строчках, то Git объединяет изменения автоматически. Создадим ветку lag. Снова изменим один и тот же файл в разных ветках, но на этот раз писать будем в разные строчки. Проверим нашу удачу. На этот раз никаких конфликтов. По традиции, ненужные ветки можно удалить. Наш локальный репозиторий уже достаточно подрос. Пришло время перевозить его со всей историей на удаленный сервер. Не переключайтесь.